Всем привет, дамы и господа. Ну что, мы вот наконец прошли ту самую красную линию, которая поделила нас всех на периоды до и после. Я имею в виду, конечно же, периоды до 24 июня и после 24 июня, но говорить сегодня будем не об этом. А говорить сегодня будем о более интересных вещах. Я имею в виду народонаселение нашей страны. То есть одна категория людей — это те, кто 24 июня, в минувшую субботу, наблюдали за происходящими событиями в режиме онлайн и видели, что происходило в реале. Все знают. Я думаю, Андрей точно так же, мой соведущий, за этим наблюдал. И была другая категория людей, есть, вернее, не была, которая узнает о новостях только из телевизора. И вот эта вот категория людей, их очень много, к моему большому сожалению, они искренне верят, что да, был какой-то мятеж, но лично Путин, лично Шойгу, лично Золотов отражали нападки вот этих вот мятежников буквально плечом к плечу, сидя в окопах. Серега, Серега, прикрой, противник заходит справа. Да, Вова, вижу, отходи к памятнику Юрию Долгорукому. Сейчас Витя подойдет, он с танком идет уже, давай. Вот как-то так вот в такие вещи они верят. Это «Россия без будущего». Меня зовут Александр Романенков. Мой соведущий Андрей Кузичин, кстати, находится в Евросоюзе в данный момент. Привет, Андрей. Да, привет, Саш, привет всем нашим слушателям, зрителям. Ну и сейчас поговорим немножечко подробнее. Погнали. Андрюш, сразу к тебе вопрос. Как на Западе все это было воспринято? Наверняка идут какие-то разговоры, потому что в России они не утихают. С минувшей субботы продолжаются, там появляются какие-то разные версии, все более и более фантастические, даже уже боевых комаров обошли на повороте. Ну, вот ты наблюдал со стороны, ты, там, какие-то твои друзья, знакомые, коллеги, с которыми ты работаешь, что об этом говорят по ту сторону границы? А у нас тут тоже прошли красные линии, причем разделили эстонское общество, ну и, наверное, всю Европу на три части. То есть у нас побольше было этих красных линий. Если говорить, например, обо мне, то я статью накатал еще в ночь, когда еще все это двигалось, происходило. Сразу выразил скепсис такой, что, конечно, это постановка, с моей точки зрения, в которой, правда, участвовали и чины Генштаба, и, конечно же, ФСБ, военная разведка, которые просто не могли не знать, что там вокруг Пригожина происходит. Но понятное дело, что у нас здесь очень много в Эстонии русскоязычного населения. И, конечно же, все эстонские политики, эксперты, как и в других странах Запада, они тоже разошлись во мнении, все-таки это постановка или что-то такое настоящее. Голоса Ну, скептиков. слушай, ну говорить о постановке, как минимум, вот мне Ну, кажется, я это знаю, да, глупо и да, 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 нелепо, да. потому что если Самолеты там даже эта сбитые. постановка допустить, она очень хреново ударила по Кремлю, она очень сильно ударила по рейтингу Владимира Путина. То есть, если выключить телевизор и поговорить со здравомыслящими людьми, в том числе с Z-патриотами, то все скажут, что тут весь мир видел, как Путин струсил. Ну, это Ну, да, я это не могу да. другого слова подобрать. Он струсил, и не только Путин, все его окружение перетрухало, которые куда-то все тут же потерялись, вообще тут же. Несмотря на то, что они в понедельник все, да мы там атаки отражали, да в субботу, ты же читал телеграм-каналы. Многие там СМИ задавались вопросами, а где все вот эти люди, которые у Соловьева в программе шашками машут? Где депутат Журавлев? Где сам Соловьев? Ну, надо отдать должное, Соловьев все-таки Соловьев из появился. машины вышел в эфире, Где-то да, там в эфир. из какой-то машины вышел в эфир. Никому, правда, он, правда, рассказал, что он ехал с Донбасса. Ну, где гарантия, что он, наоборот, не хилял куда-нибудь подальше от Москвы, потому что записать в машине можно все, что угодно, и рассказать, я как раз Саш, и да, ехал да, на да, да, бой да. там. Но это другая, понимаешь, немножко другая история. Я говорю о том, как мнение формировалось. То есть вот пул таких экспертов западных, значит, среди них были голоса тоже скептиков, сразу все говорили, что это все постановочное для укрепления только рейтинга Путина, а другие в это во все искренне поверили. Ну и, конечно, особенно в это поверили горячо все противники Путина из числа как местного населения, русскоязычного, эмигрантского, так и, конечно же, беженцы с Украины, например, тоже. И они, значит, погнали такие посты там в Фейсбуке, во всех соцсетях, что все, режим Путина, значит, рушится, падает, Россия разваливается.
А когда я так робко пискнул, что, ребят, не спешите Путина-то хоронить, еще и что не очевидно. Как там на меня все набросились? Да ты ничего не понимаешь, ты уже из России давно уехал. Мы, значит, все это вот там бывали, все это знаем. Завтра проснемся в другой стране. А на следующий день я им пишу. Ну как, ребят, разочаровали вас и Пригожин, и Россия. Один Путина не снес, другая не развалилась. Наберитесь терпения. Ну, они что-то такое все бур-бур-бур-бур в мой адрес. Ну, и потом, когда все это дело закончилось, так позорно, естественно, стали опять-таки типа тебя интерпретировать все эти события. Типа ударило по рейтингу Путина, опять многие политики, завязанные как раз на Украину, наши эстонские политики, они писали, что, безусловно, значит, все это показало слабость режима, показало его хрупкость, что Путин, значит, струсил, что на самом деле разбежался весь этот генералитет, попрятался. Ну, понимаешь, может быть, все и так. Но только я написал опять-таки, а сейчас российская пропаганда начнет разгонять, что все были на своих постах, все готовились отражать атаку, все готовились умереть за Россию, а Путин вообще молодец-холодец. И сразу же здесь рейтинги подбросили, что рейтинг Путина 90% достиг. Вчера он в Дагестане нарисовался, хотя все полагают, что там двойник, конечно, был. В народ прямо вышел. То неделями сидели там, ждали, когда этот карантин пройдет, а тут прямо Путин в народ, его там все мацают, обнимают, все с ним селфи делают. Визжат люди от восторга, люди визжат просто от восторга. Поэтому, знаешь, говорить, это мы так, эксперты, с тобой можем сидеть и констатировать, что да, струсили, да, там попрятались, но 95% людей, ты же сам сказал, смотрят, питаются телевизором. Их сейчас вот даже если сомневались, сейчас через неделю их точно переубедят. Скажут, что Путин герой. Надо ему звание Героя России точно, вот за мужественное, да, Нет, ну отражение мы об мятежа, этих-то разгром. ватниках ведь с тобой не будем говорить, потому что ватники-то ведь они ничего не решают. То есть вот это вот Ну, абсолютно глупые люди, я их даже людьми уже не хочу называть, это в о, большей степени, это ну какой-то биомусор в моем понимании, это какие-то что-то сродни насекомым, которые голову используют только для того, чтобы есть, потому что надо быть законченным деградантом, чтобы вообще не понимать, не видеть, не слышать происходящего. А нормально это думающие люди, они же все увидели. Ну, все ведь наблюдали, когда в режиме, ну, по крайней мере, чуть ли не в режиме онлайн, когда в субботу прям показывали, да, как бизнес-джеты летят из Москвы куда-то там, хрен поймешь куда. Вот, и явно они летели на передовую, и явно на этих бизнес-джетах с взлетали не бомбами сантехники, наперевес. не слесари, не продавцы из магазинов «Пятерочка». Но мы же понимаем, кому принадлежат бизнес-джеты. Самолет Путина самого куда-то там улетел, непонятно куда. Что, он полетать захотел вдруг Не, в ну это, этот Саш, выходной? протокол, это, Героя Саш, Путина нет. протокол. Это протокол, тут от Путина ничего не зависит. Есть протокол в отношении безопасности Вот. первых лиц государства. Тут все Если, нормально. если говорить, что закончилось позором, ну я бы вот, наверное, поспорил, потому что позором я имею для организаторов. Да нет, ну если кто-то там считал, как обычно, наша вот эта вот псевдооппозиция, они все же ждут, что придет какой-нибудь кто-то там, сделает революцию, какой-нибудь условный Мальцев, какой-нибудь условный Навальный, какой-нибудь условный вот Пригожин, все, кстати, признаны, кроме Пригожина, террористами, экстремистами, Пригожин герой России по-прежнему. Вот, все за них сделают, значит, а их разбудят с утра чаем и булочкой, и скажут: ребята, мы тут все поменяли, все, теперь ты живешь в прекрасной России будущего, вот тебе чай, вот тебе булочка, вот тебе карточка, на банковском счету у тебя уже там лежит эквивалент 1 миллиона долларов, живи и процветай, вот квартира с видом на Кремль, вот мы все за тебя тут решили, сделали. Понятно, что Пригожин решал совершенно вот абсолютно свои личные частные проблемы. Я так понимаю, что, видимо, решили его гасить. Возможно, вполне себе допускаю. И у него оставался только один вариант: громко заявить о себе и как бы создать для себя какую-то, ну вот, позицию, в которую он может сделать куда-то 2 шага назад, свалить, что, собственно, и произошло. То есть он решал чисто
исключительно свои проблемы, и он не думал ни о каком мятеже. Ему надо было достучаться до верховного главнокомандующего, он достучался, он спас свою жизнь, хотя не факт, что спас. Да, не Вот факт, сейчас не многие факт, об не этом факт. говорят, да, как бы единственное, что все равно любая вот такая ситуация, она работает в минус действующей власти, потому что весь мир увидел, что действующая власть, простите меня, обосралась. Обосрались все. Потому что в субботу, повторюсь, я-то за этим наблюдал в режиме нон-стоп. Никого, вот никто не появился нигде, потому что если вы все были там вот такие сплоченные, все там вот готовы были погибнуть за любимого президента, где же вы все были-то? Никого. Симоньян в понедельник выступает на канале «Россия», на ней такой бронзовый загар, который она явно не под дождем в Москве получила. Вот, и в Москву явно, что она приехала вот только как раз к понедельнику, к этому эфиру. То есть где-то она этот загар получала. Говорят, что в Сочи она ведь не рыпнулась из тех Сочей, она сидела, помалкивала. Все сидели, помалкивали, все сидели и вот ставили ставки. Вот кто? Этот или этот, то кого ловчее окажется, вот тому Саш, ну мы это и на самом присудим. деле Я об этом Мутная история, делал кто эфир, где был. и я думаю, что все ждали, и как бы и Путин сам увидел, что все в его окружении это трусы, которые сольют в любую секунду. Вот, но он с этим сделать ничего не может, поэтому он с И понедельника, там это с воскресенья, объяснимо. по-моему, уже, И да, это объяснимо. И ходит это их, вполне все объяснимо. наглаживает их каждого по головке, рассказывает, какие они молодцы, большие герои, и бла-бла-бла, там даже награды какие-то раздавал, я вчера сидел, ржал, да, вчера, по-моему, награды эти, да, во вторник, да, На крыльце сидел, ржал, Грановитой когда эти палаты. Саш, ты да, понимаешь, награды в чем раздавали. дело? Конечно, тут целый... Мятежа не было, понимаешь, а отличившиеся в отражении мятежа, там, в Ну, подавлении, мятеж был. оказывается, были. Вот это вот. Нет, мятеж, конечно, был, но ты понимаешь, что целый пучок версий, и можно, конечно, выдергивать из него сколько хочешь, но это не факт, что эти версии друг с другом не связаны, и что выдернешь ты именно правильную какую-то. У меня, естественно, всякие исторические аналогии возникли, как у историка по образованию. У меня, конечно, и реминисценции литературные. Я вспомнил Габриэля Гарсия Маркеса «Осень патриарха», про одного диктатора латиноамериканского, который часто объявлял себя низвергнутым и даже умершим, чтобы посмотреть, кто там из его ближайшего окружения ему предан даже после смерти, а кто, значит, сразу пытается его место занять. И потом этих всех людей выщелкивал. Тут, в принципе, тоже можно сказать, что вот... А сейчас разборки начнутся, кстати, капитальные разборки, они уже начались. Суровикин куда-то пропал, тут много, конечно, спекуляций на эту тему, но пока его на самом деле не видать. И, естественно, сейчас они начали уже составлять списки вот этих вот людей с пониженной лояльностью, которые на суперджетах куда-то пытались убежать, а потом еще и билеты там в Стамбул еще куда-то до 200 тысяч доходило, даже дороже. Не каждый тоже такое купит. А по базе данных, пожалуйста, вычислят и тех, кто эти билеты покупал. И, конечно, потом это будет не публично. Если генералов там даже начнут в отставку отправлять, ФСБ генералов, ГРУшников ли, конечно, мы об этом узнаем, но постфактум, потом. То есть, может быть, для этого была вся эта Буча затеяна. Я еще раз скажу, что я совершенно не верю, что не в курсе была военная разведка, ФСБ, которые в штабе у Пригожина работают. Но в любом случае они все это знали. Значит, для чего это было нужно? Может, для того, чтобы почистить свое ближайшее окружение. Конечно, Пригожин, может быть, и на самом деле повелся. Тут я вспомнил как раз Корниловский мятеж, о котором и Путин говорил. Но только он плохо знает историю. На самом деле никакого мятежа не было. И тоже там версий исторических много. Керенский в страхе перед большевиками к Лавру Корнилову обратился за помощью и поддержкой. Тот свои войска двинул в Петрограду спасти Керенского. А Керенский объявил, что на самом деле Корнилов хочет свергнуть временное правительство, и поэтому он теперь враг временного правительства. И до сих пор, представляешь, сколько лет прошло, сколько прошло лет с этого 17 года, а до сих пор спорят, что это все-таки было. И есть версии такие, что они просто друг друга не поняли, что на самом деле Корнилов на самом деле не хотел свергать, и на самом деле хотел помочь Керенскому. А Керенский сначала пригласил Корнилова в качестве спасителя выступить, а потом испугался, что он его свергнет.
То есть, или это интриги какие-то тоже были. Не, ну, Понимаешь, Андрюш, вот это мы, та да, же мы же знаем, история, что та же история, вся наша история, вся наша да? верхушка всегда была пропитана ложью, она и при Интриги, царском интриги, режиме, и при интриги. советском, и при нынешнем, это всегда было всегда вранье, но тут-то мы с тобой все это своими глазами видели, ну мы же, ты же сам понимаешь, ты же сам наблюдал за этим, ну это видно было, как Статью все вот писал, эти вот смотрел и писал, большие смотрел и начальники, писал. как они обосрались, ну никто. Вообще никто там не появился и не сказал, вы что ж твою мать делаете-то? А могли ведь, да, ведь это вот, представляешь, это какой вот такой толчок вверх по карьерной лестнице, если бы какой-нибудь Мишустин, например, обратился к нации, да вы что делаете, вы охренели что ли, да, вот как Ельцин на танк в свое время вылез, все, народ бы сказал, вот он, спаситель России, никого. А раз никого не показали, да, ну я так подозреваю, что их просто никого не было в Москве в этот момент, А они все Суровикина-то свалили. показали Потому потом. что они все появились постфактум, да, этого Суровикина поймали полупьяного где-то, показали по телевизору. Да, даже вот это вот видео, ну, мало кто обратил внимание, где сидит Пригожин и говорит, да, отдайте нам Шойгу, отдайте нам Герасимова, и сидит Евкуров, заместитель министра обороны, да, который говорит, да забирайте. Это же есть на видео, понимаете, и все сделали вид, что этого ничего не было. Вот. И когда говорят, народ сплотился, да я помню, как народ сплотился. Половине народу было наплевать, вот, а те, кто действительно следят за новостями, они взяли попкорн и сидели там, вот только вот Да. букмекеры почему-то не открылись ставки делать, они бы бабла могли поднять немерено просто Нет, вот в этот народ этот не день. победишь, этот народ не победишь, потому что я же читаю тоже в социальных сетях сейчас ростовских. Девчонки пишут, ой, паренек Вагнер, помнишь, ты стоял, значит, на углу этой улицы, ты нам так понравился, давай с тобой продолжим отношения и все такое прочее. Для народа это просто такая капитальная развлекуха случилась. Танк застрял в воротах цирка, все побежали фотографироваться. Кстати, танка нет, его все-таки вытащили, а народ по-прежнему в Ростове идет и фотографируется на фоне этих ворот. Не, говорю, такой народ не Так, а это победишь, ты же конечно. понимаешь, что вот это вообще бред сумасшедшего. Я когда сделал Нереально. там тут же по горячим следам, записал какое-то видео, и я до сих пор продолжаю настаивать, что Ростов был не захвачен, как нам говорят, Ростов был взят в заложники. Ростов был взят в заложники, и полудебилы, простите мне мой французский, до сих пор не вижу, да никто никого в заложники не брал. Да там все они ходили, по-доброму улыбались, никого под автоматы, под стволы не ставили. Ребята, да перестаньте вы смотреть дешевое кино, да? Вы думаете, что взять в заложники, это вот связать, автомат наставить? Нет. Он для чего вошел в Ростов? Ну, очевидно, чтобы стрелять по нему начали. То есть все вот эти вот жители Ростова, это была гарантия безопасности. А для господина Пригожина, и он очень грамотно сообразил, что чтобы себя обезопасить, он зашел в центр миллионного города. Ну и очевидно было, я не знаю, кто бы решился, если бы вдруг началась какая-то катавасия, кто бы решился отдать такой приказ стрелять по миллионному российскому городу. Ну, дабы выбить оттуда Пригожина, там ракеты какие-то туда запускать. И многие говорят, там приказ отдали сверху, простите, приказ сверху отдал там один человек, а конкретное решение принимает исполнитель, да, какой-нибудь майор, подполковник, полковник, он находится здесь же, в Ростове, он точно такой же, он отсюда с земли, у него там родственники живут, родные, близкие, жена, дети. Вот, это чисто психологический момент, да, когда отдают приказы даже там стрельбы по украинским городам, все равно в голове у человека, что ну, это где-то это не наше, это где-то вот чужая страна, чужие города, да, даже по Грозному, когда они отдавали приказы стрелять, все равно в понимании психологически. А тут как бы там мои друзья, соседи, там мои родители, как я могу отдать приказ Да, Саш, ну бомбить ты этот знаешь, ты город? говоришь, что все сбежали, спрятались, а вот, например, губернатор ростовский, мэр самого Ростова, они на месте остались, поэтому тут в качестве... Были они в городе все это время, правда, не было, видимо, переговоров, хотя мы тоже все еще не знаем, может, они встречались, тоже с Пригожиным переговаривались, но не захотели после этого светиться. Но ты знаешь, я бы еще обратил внимание на выступление Суровикина и на последнее обращение Пригожина перед тем, как мятеж, значит, был признан свернутым. Вот это вот очень интересно. Я пока еще не могу объяснить, что это такое было. Когда выступал Суровикин, он сказал, предъявляя претензии, да, Пригожину,
в то время, когда мы ведем бои с превосходящими силами противника. Как тебе эта формулировочка? Как это? Как это? Вы сейчас о чем говорите? Там же российская армия, тут, значит, горстка наемников, там всех почти украинцев уже перебили. О чем ты говоришь, дяденька? Превосходящие силы противника. Это просто что-то потрясающе, по-моему, случилось, и никто на это не акцентировал внимание. А Пригожин, когда сказал, что, значит, чтобы не пролилась кровь, мы возвращаем колонны согласно плану. Так то есть это было, что у них запланировано все, да, заранее, что они не дойдут 200 километров до Москвы и повернут. Не, я имею Вот в виду согласен. странные какие-то заявления, что того, что другого. Тем планом, да мятеж. Не, тут ты просто к словам цепляешься. К плану какому? Я имею в виду тому, да мятежному плану, то есть когда они ушли из Бахмута, да, или из Бахмута, как он правильно Бахмут, они называется. говорят, да. То есть они по плану должны были куда-то там встать в какие-то летние лагеря, вот они туда ушли. Он, видимо, и сказал, что согласно тому самому плану мы вот отводим туда. А про превосходящие силы противника, я так подозреваю, что просто было сказано для красного словца. Да, но как оно прозвучало? Капитулянтски. Я так понимаю, что там просто, он же не просто так все это устроил, всю эту историю, весь этот мятеж, видимо, кто-то пообещал ему какую-то поддержку. Видимо. Вполне вероятно, что те, кто обещали поддержку, в процессе сказали: слушай, Жень, мы тут что-то подумали, а ну-ка тебя нафиг, давай-ка выгребай-ка ты сам. Вот, потому что, ну, это в принципе... Версия, говорю, версий сейчас миллион, конечно, версий. Может, его кто-то подстрекал как раз к этому. Надо было его удалить с политического поля. Он слишком зажрался, зарвался. Он одно время даже претендовал на должность Беглова, устроил с ним войну губернатора Петербурга. И он, может быть, на голубом глазу и хотел на самом деле стать губернатором Петербурга и рвался в эту элиту. Но политическая элита кремлевская еще та. Они, конечно, услугами таких вот, как Пригожин и ЧВК «Вагнер» пользуются, но, конечно, они никогда не пустят. Это аристократия современная российская, военная, политическая аристократия. Там какие-то выжиги такие, криминальный авторитет, конечно, не нужны. Поэтому нужно было его, видимо, выбить с этого политического поля. Его благополучно выбили. А если по-другому, то там, да, на самом деле бы стреляли бы пушки и все такое могло бы быть. Штурмовали. А пока это вот все-таки потешный мятеж. Вот, по-моему, это потешный мятеж. Да, сбили самолеты, вертолеты. Знаешь, Дурак какой-то, я бы поспорил. Поспорил в отношении, что потешный мятеж, мятеж, который ничем не закончился, да, согласен. Но потешный, не потешный, по крайней мере, выводы. Я говорю, мы же не только о дураках говорим, которые вот эти вот ватноголовые, бестолковые, живут вот лозунгами, думают из телевизора. Нормальные люди все увидели. А что из себя представляет Владимир Владимирович Путин? Нормальные люди увидели, что из себя представляет его окружение. И я вот повторюсь, я даже в своем видео об этом сказал. Вот тогда, в субботу, я его записал в тот же день, прям в режиме онлайн. Я думаю, даже сам Путин увидел, что его окружают трусы и предатели, которые в любую секунду просто готовы. Точно так же сейчас анализируют, а завтра просто сольют и все. В любую секунду, если вдруг... Вот он сейчас их и зачистит. Вот сейчас он их и зачистит. А почему я говорю, так, что... там зачищать всех надо. Ну, кого надо вычистить. Да, ротация элит таким образом происходит. А почему я говорю потешные? Вот когда в 2016 году Эрдогана хотели свергать, подняли боевую авиацию, танки, бомбили парламент, бомбили дворец президентский, танки шли на штурм парламента. Вот это я понимаю. Вот это был мятеж. А это вот при всем при том, не верю. Но ты оптимист. Никто не вспоминает 93-й год и Рудского, да? Да, 91-й год тоже танки был расстреливали российские... 93-й, не 91-й. Нет, в 91-м году тоже был мятеж. Говорят, мятежей не было. Танки расстреливали парламент. Там был не мятеж. В 91-м был государственный переворот. Ну... Вот, ты уж так мягко говоришь, мятеж. Нифига себе мятеж. Страна рухнула после этого мятежа. Это не мятеж. Это хорошие были последствия. А сейчас ничего не рухнуло. Ты такой оптимист, ты все время говоришь. Да как не рухнули? Да, вот все увидели, все увидели. Во-вторых,
Мы с тобой увидели. Да, я думаю, и элиты тоже для себя многие поняли, что как бы не просто же так, все же как, вот знаешь, есть вот эта потрясающая сказка Маугли. Вспомни, как там быстро не заложили вожака стаи Акела, да, который Промахнулся всего-навсего Акела, просто да. промахнулся, да. Тут также те, кому надо, они все поняли, что нет, тут никаких гарантий. Мало того, что совсем, ну, представляешь, вот он миллиардер какой-нибудь человек, который, ну, он заинтересован в чем-то, ему есть что терять, и он, ну, надеялся до последнего. А что, ну ладно, санкции врубили, ну хрен с ним, все равно там главный слабину не даст, главный придумает как-нибудь, подставит плечом и Спасет все-таки наши как-нибудь заработает миллиарды. на чем-то другом. А тут они увидели, что главный в случае чего как бы и сам куда-нибудь потеряется. И давайте, и не только он, а все его Ой, ну, окружение. Саш, ты оптимист, конечно, полагаешь, да, что все Я увидели, реалист. да, увидели слабость Путина, и что теперь после этого? Самое Не, главное я не последствие, говорю пока все. никаких не будет. Я не говорю все, Ну, я говорю умные здравомыслящие люди, люди. знаешь. А сколько таких Да, да, да. здравомыслящих осталось-то в А России? И что от погоду-то них делают зависит? здравомыслящие люди. Ты Ах, же понимаешь, что вот это все ватная алкашня, они ничего не решают. Они думают, что они что-то решают, когда приходят на выборы за бутылку водки там за 500 рублей. Они ничего не решают, от них ничего не зависит. И их никто не уважает, по большому счету, с ними никто не считается. ну ты Там их мизантроп, как ты просто ширмы какой-то используют. У мизантроп. нас тут. А я считаю, что да, у России, конечно, нет будущего, но мы должны все же верить в российский народ, способный к переменам. А куда эти 145 миллионов человек денутся даже после поражения в войне с Украиной? Это хорошая, кстати, тема. Давай как-нибудь обсудим ее в следующий раз. Давай в следующий раз и обсудим. Спасибо, что были с нами. Это был проект «Россия без будущего», совместный проект реальной журналистики канала АРУ ТВ. Меня зовут Александр Романенков, мой соведущий Андрей Кузичкин, который находится, подлец такой, в Европе, еще смеет Сумел сбежать рассуждать. Вот вовремя. как вот, да. Всем Вот пока. увидимся, услышимся, пока-пока. Счастливо.